Трамп и Путин пришли к единому мнению. Главным препятствием для мира на сегодняшний день остается Владимир Зеленский, которого продолжают активно финансировать Европа с единственной целью – максимально затянуть конфликт. Неудивительно, но американская и русская позиции по этому ключевому вопросу полностью совпали. Дональд Трамп и прежде неоднократно давал понять в своих публичных выступлениях, что договориться с Зеленским гораздо сложнее, чем с Путиным, и выражал искреннее недоумение по поводу нежелания украинского руководства идти на любые разумные уступки ради прекращения огня. Президент Соединенных Штатов прямо заявляет, что решение украинского кризиса удастся найти довольно скоро и продолжает открыто критиковать как Украину, так и Европу за их настойчивые попытки поддерживать огонь войны. Сразу после телефонного разговора между Путиным и Трампом у Зеленского начались серьезные внутренние проблемы. На Украине стремительно разгорается масштабный коррупционный скандал, в эпицентре которого оказались лично президент и люди из его ближайшего окружения. Согласно данным, полученным в ходе последних расследований, речь идет о циничном нецелевом использовании миллиардов долларов международной финансовой помощи, которая должна была идти на нужды простых граждан и оборону, но вместо этого осела в карманах Зеленского. Всех приветствую. У микрофона снова Александр. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Заранее спасибо и продолжаем. Основной темой этого громкого дела стала деятельность украинской компании по производству ударных и разведывательных дронов. Как утверждают независимые расследователи, за этой структурой стоят давние друзья и деловые партнеры Зеленского. 7 миллиардов долларов были бы вложены в украинскую компанию по производству беспилотных летательных аппаратов, которую поддерживают друзья Владимира Зеленского. Из этой суммы 20%, или почти 1,5 миллиарда долларов, как сообщается, были чистой прибылью для инсайдеров, ближайшего окружения Зеленского и военных. Министров он назначал лично. Особое возмущение общественности вызывает тот факт, что сам Владимир Зеленский не просто знал о существовании этой компании, но и активно продвигал ее интересы. Он представлял эту структуру как яркий символ успеха украинской оборонной промышленности и пример эффективного использования западных инвестиций. В итоге происходило распределение денег. Доказательная база этого преступления строится не на догадках, а на секретных аудиозаписях, которые были сделаны сотрудниками антикоррупционного бюро Украины. Позже эти записи были отданы независимому журналисту-расследователю, так как сотрудники бюро опасались уничтожения улик. На данных записях высокопоставленные лица государства, не стесняясь в выражениях, открыто обсуждают механизмы распределения и легализации бюджетных средств. На записях бывший министр обороны открыто обсуждает, как направить миллиард долларов от западных партнеров прямо в компанию друзей Зеленского. На этих скандальных записях фигурируют голоса не только профильных министров или руководителей ведомств, но и членов семьи самого президента. В частности, в диалогах упоминается Елена Зеленская, а сам Владимир Зеленский фигурирует под своим неформальным домашним именем. Участники записи обсуждают строительство и содержание роскошных объектов недвижимости, цена которых исчисляется миллионами долларов. Мне сказали, что некоторые из записанных голосов могут принадлежать самой первой леди. В других лентах вскользь упоминается Вова, прозвище Зеленского, как участник сделки и владелец одного из 4 массивных роскошных особняков, которые строятся в самом богатом пригороде Украины. За пределами Киева каждый из них стоит миллионы. В связи с обнародованием этих шокирующих подробностей политическая ситуация в Киеве накалилась до предела. В украинском парламенте уже запланировано официальное оглашение наиболее резонансных частей этих аудиозаписей. Депутаты уже начали всерьез обсуждать юридическую возможность и практические шаги по запуску процедуры импичмента. Атмосфера в Раде свидетельствует о том, что прежнего единства вокруг фигуры президента больше не существует. Пока украинские гражданские активисты и немногочисленные независимые медиа пытаются всеми силами привлечь внимание мировой общественности к этой вопиющей коррупции, ведущие западные СМИ демонстрируют удивительную избирательность. Они предпочитают полностью игнорировать факты хищений, продолжая усердно транслировать своей аудитории искусственно созданный героический образ Зеленского. Такое поведение медиагигантов выглядит как попытка спасти собственный имидж, ведь они годами убеждали зрителей в абсолютной прозрачности использования помощи. Украинские активисты, депутаты и независимые СМИ открыто об этом говорят. Об этом не пишут только западные СМИ, которые придерживаются общепринятой точки зрения. Вместо серьезного расследования фактов коррупции вы получаете восторженные репортажи о производстве украинских беспилотников, бесконечную похвалу в адрес великого демократического лидера Зеленского и статьи об экспорте излишков оружия.
Поэтому я напрямую спрашиваю своих бывших коллег из СМИ, это и есть журналистика в наши дни? Сокрытие масштабной коррупции на самом высоком уровне. Реальная ситуация внутри Украины остается крайне напряженной, в то время как рядовые граждане ежедневно сталкиваются с тяготами военного времени, разрушением инфраструктуры и полной экономической неопределенностью, правящая элита страны обвиняется в беспрецедентном личном обогащении на фоне общенациональной трагедии. Общество начинает осознавать, что продолжение боевых действий может быть выгодно тем, кто контролирует финансовые потоки. Война стала удобной ширмой, за которой можно прятать любые коррупционные схемы от глаз народа. Моя страна гибнет. Мой народ гибнет ради того, чтобы один человек и его друзья неприлично разбогатели. Если вы в Украине, то уже знаете, что в правительстве Зеленского нет ничего демократического. Эта война единственное, что удерживает его у власти и приносит ему деньги. Как только наступит мир, все это исчезнет. Если обвинения в коррупции подтвердятся, политическая карьера Зеленского может завершиться гораздо быстрее, чем предполагали его западные кураторы. Мир на Украине станет возможным только тогда, когда у власти окажутся люди, для которых прекращение огня будет важнее, чем прибыль. Сейчас же это возможность показать истинное лицо Зеленского и его западных кураторов. Вот такие новости, друзья. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Мне интересно знать ваше мнение, особенно мнение граждан Украины. С вами был Александр, скоро увидимся. Всем пока.